Во всех обсуждениях последних недель или даже месяцев прослеживается одна четкая деталь. Из них исчез важнейший политический актор – российское государство. Главная тема – это противостояние Пригожина и Шойгу с Герасимовым. В ней случилась целая куча сюжетов. Тут вам и обрушение флангов в Бахмуте, и публичный торг за боеприпасы, и поток оскорблений с реальной войной пропагандистов в Телеграме, и борьба за поддержку официальных лиц. Тут вам, наконец, обвинение в настоящей госизмене. Из данных Вашингтон-Пост СМИ с заслуженной серьезной репутацией следует, что Пригожин был готов сдать украинской стороне позиции российских войск в обмен на титул покорителя Бахмута. Много обсуждают Владимира Зеленского и его взаимоотношения с западными союзниками. Все строят прогнозы относительно украинского наступления. В общем, все чем-то заняты, все при делах. Но есть две сущности, которые как будто навсегда пропали из публичного поля. Российское государство и лично Владимир Путин. Это отсутствие может казаться неочевидным. Вон же есть конфликт Пригожина с Минобороны. Вроде бы тут с одной стороны российское государство и присутствует. Только на деле речь здесь идет не о государстве. Никакой реакции со стороны государства мы не видим. Речь идет о столкновении трех феодалов – Пригожина, Шойгу и Герасимова. Степень самоустранения российского государства красноречивее всего иллюстрируют Google тренды. Запрос Пригожин не просто поравнялся с запросами по Владимиру Путину, но более того, запрос Пригожин в отдельные моменты Путина опережает, и иногда намного. Почему так происходит? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, как разные части российского государства постепенно отваливаются, как они перестают влиять на войну. И начнем, пожалуй, с самой важной – с пропаганды. Если завтра человек, впавший в кому 23 февраля 2022 года, очнется и попытается разобраться в происходящем, опираясь исключительно на официальные российские источники, то сложится у него весьма конкретное впечатление. Впечатление, что Украина была полностью оккупирована в первую же неделю вторжения, а главный вопрос на повестке дня – идти дальше на Варшаву или сразу на Берлин. Представьте себе на минуту, что мы не живем в мире интернета и бесконечного разнообразия источников информации. Что мы живем на 80 лет раньше, и у нас в углу избы висит единственный репродуктор. И мы воспринимаем эту войну так, как ее хочет донести официальное государство через своего коллективного левитана. Если бы про сегодняшнюю войну так говорили, как вот тем способом, каким тогда говорили, что бы мы там сейчас услышали? Там была бы совсем другая война. Там не было бы никакого Бахмута в этом репродукторе, никто бы про него не говорил, боже упаси. Откуда там райцентр какой-то? Там говорили бы про цивилизационное противостояние со всем коллективным Западом. Там была бы война традиционных ценностей против мирового ЛГБТ-правительства. Там серьезные люди решали бы серьезные вопросы послевоенного устройства человечества. Там они мир бы делили. Не 1,5 двора и 2 подъезда, а прям мир, прям целиком. Про футбол есть злая шутка о том, что тысячи нищих смотрят, как 22 миллионера мячик катают. Здесь нечто сильно похуже. Люди, чья жизнь на поле боя ничего не стоит, смотрят, как долларовые миллионеры или миллиардеры фантазируют о разделе мира. И это при том, что официальная риторика российского государства за неполные 15 месяцев не поменялась ни на грамм. То есть 100 раз менялись цели и причины, почему все это происходит, но не описание происходящего. Что стояли российские танки в 20 километрах от резиденции Зеленского, что пришлось бежать из Харьковской области и сдавать Херсон, что разные подразделения российской армии белугой воют о дефиците боеприпасов, что кладбища в российских городах разрастаются так быстро, будто страну охватила чума, что Россия перебила свою профессиональную армию и теперь воюет с слесарями да зэками. Плевать. Ничего из этого в официальной версии войны просто не произошло. Зеленский у них по-прежнему клоун. Воюет с ними по-прежнему не украинская армия, а какие-то неведомые толпы наемников со всего света. По-прежнему нет никакой Украины. Есть киевский режим и его формирование. Ведут себя так же, будто по-прежнему вещают из единственного репродуктора в каждой избе. От постоянного упоминания ядерного оружия тошнит уже абсолютно всех по обе стороны политических баррикад. Тошнит и от словосочетаний «жесткий ответ», «центры принятия решений», «военные рельсы». Тошнит от совсем уж анекдотичных красных линий. Но пропагандисты продолжают.
Можете просто наугад включить любой выпуск Владимира Соловьева. Неважно, годичной он давности или вчерашний. Все перечисленное обязательно там прозвучит. Пропаганда оказалась не способна себя перестроить. Как вела сугубо виртуальную войну со всем Западом с 2012 года, так и продолжает. И пока реальная российская армия получает вполне реальных люлей от реальных ВСУ, пока российская армия сидит по шею в грязи, испытывая жесточайший дефицит самой обычной техники и боеприпасов, чувствуя животный ужас от перспектив наступления Украины, официальные российские СМИ продолжают воевать с мировым ЛГБТ-правительством, неведомым, причем супероружием это делать. Понятно, на кого рассчитан бесконечно победный и залихватский тон пропаганды. Он рассчитан на то апатичное большинство, которое от официальных спикеров и пропагандистских ток-шоу ждет только бесплатных эмоций. Большинство, которому в принципе без разницы, Киев брать или Белгород сдавать. Им нужно, чтобы государственные мужи в державной обстановке вещали вообще что угодно, но максимально уверенным тоном. Апатичных телезрителей устраивают ежедневные гостелешоу, где люди всем и вся угрожают, со всеми ругаются, всех побеждают и захватывают, доминируют над всем миром, топят Британию Посейдоном и разносят Вашингтон Сарматом. И все это на повышенных тонах. Нынешнюю российскую пропаганду даже не вполне можно считать пропагандой. Она толком ничего и не пропагандирует, не ждет, что зритель как-то ее воспримет. Это именно что телешоу на отвлеченные темы. Это «Дом-2» в масштабе целой страны. Телевидение – такой жанр, что ему нужен конфликт, ему нужна дискуссия. Ему нужен, говоря по-русски, срач. Вот ровно это, конфликт, дискуссию и срач, телевизор массовому зрителю и продает. Это не информирование и даже не пропаганда. Это именно что шоу. Потребитель от него ждет правды ровно в такой же степени, в какой кто-то изучает физику по сериалу «Теория большого взрыва». Ни в коем случае не нужно думать, что люди какие-то тупые. Речь идет о тех, кто сказал самому себе: на происходящее я никак повлиять не могу, а значит, буду принимать его как есть. Да, это конформизм, и сейчас такой конформизм выглядит не слишком привлекательно. Но в принципе конформизм – это психологическая норма. Абсолютное большинство людей вытеснило войну на периферию своего сознания, и как следствие телешоу о войне стали не более чем отвлеченным зрелищем. Будто Соловьев рассказывает о войне джедаев и ситхов. Очень интересно, но совершенно не важно. Но есть тут и обратный эффект. Для всех, кто хоть сколько-то в процесс вовлечен, кто представляет себе реалии войны или и вовсе находится на фронте, для них официальные государственные спикеры теряют какое бы то ни было влияние. Для них очевидно, что государство живет в параллельной реальности и ведет другую войну. Невероятный феномен военкоров не на ровном месте возник. Они заполняют тот вакуум, который полностью забросила государственная пропаганда. Они отрабатывают запрос на информацию, которая не до такой степени отрицает реальность. Для всех, кто этой войной по-настоящему интересуется или того хуже, в ней участвует, официальной пропаганды больше не существует. Коношенков ли, Соловьев ли, Путин ли, в конце концов. Все они живут в параллельной реальности. Но этим все не ограничивается. Если мы рассмотрим более осязаемый уровень войны, то увидим совершенно то же самое. Был удар по Кремлю, были покушения на Z-спикеров Татарского и Прилепина, было обрушение флангов вокруг Бахмута, наконец была и остается угроза украинского наступления, к которой надо относиться чрезвычайно серьезно, и никакой реакции. А где в этом контексте Владимир Путин? Когда в последний раз верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации как-то комментировал не только ситуацию в далеком Бахмуте, но хотя бы регулярные атаки российской территории? И вообще хоть что-то делал? Настал момент, когда и впрямь нужно напомнить. Мы с вами вроде как живем в персоналистской автократии. Здесь центр принятия решений вроде как зациклен на одном человеке. На одном человеке, которого нет. Его все поминают, к нему апеллируют, к нему взывают, его иносказательно матерят, на чем свет стоит. Но самого Владимира Путина вроде как нет. С одной стороны, ничего необычного. Перед нами хорошо знакомая выжидательная поза. Путин будет молчать о войне ровно до тех пор, пока о ней нельзя будет сказать хоть что-то хорошего. Ну, в его понимании хорошего. Но с другой-то стороны, у тебя тут разные военные формирования публично друг друга матерят. У тебя тут речь об измене, о прямом сотрудничестве одного из формирований с противником. Не время ли возникнуть в публичном поле в тот момент,
Когда какой-то питерский урка становится более публичным и более значимым, чем все твои генералы вместе взятые, а может, чем и ты сам. Если рассуждать в военной логике, то самое время. Самое время где-то тут возникнуть государству, минимальному единоначалию. Ведь это совершенно никаким образом не нормально, что у той самой клоунской, ни на что не годной украинской армии, которую мы одним ногтем раздавим, есть генерал Залужный, есть генерал Сырский, есть верховный главнокомандующий Зеленский, и все они люди с совершенно непререкаемым авторитетом. А у нас только паркетные генералы, дедушки-мудаки и сущности, описываемые иными словами, за которые забанят на Ютубе. Невозможно воевать с противником, у которого есть власть и вертикаль управления, пока у тебя только и происходит, что соревнование медийных активов и понтов. Это несложная мысль, если рассуждать в логике военной. Только Владимир Путин максимально далек от военной логики. Ему близка другая. Нельзя быть рядом с проблемами. Нельзя идти в одном заголовке с поражением. Нельзя ассоциироваться с провалом. Если мы вспомним все годы правления Путина, то вопросов по самоустранению российского государства у нас не останется. Каждый раз, когда в России что-то взрывалось, что-то горело, когда в России происходила какая-то катастрофа, Владимир Путин исчезал минимум на неделю. В этом была совершенно осмысленная тактика. Слова «катастрофа» и «президент» не должны соседствовать в ленте новостей. Обратимся к какому-нибудь 2021 году и увидим простую закономерность. Если сгорел торговый центр, если прорвало плотину ГЭС, если пожары погубили лес вместе с деревней, то Путина в ближайшие дни мы не увидим. Этому не удивлялся никто. Равно как не удивлялся тому, что всю ответственность за борьбу с пандемией несли губернаторы. Мы всегда знали, кто такой Путин и что есть его государство. Это государство, которое изо всех сил стремится отбрехаться от любой ответственности. Разница с днем сегодняшним заключается только в одном. Катастрофа бесконечна. Каждый день что-то горит и взрывается. Каждый день армия позорится на фронте. Через день Пригожин разносит Министерство обороны, на чем свет стоит. А в те дни, когда не разносят, выясняется, что Пригожин и сам с радостью сдаст с позиции российской армии, лишь бы остаться единственным победителем. Когда группировка Вагнера только начала становиться важным участником этой войны, мы говорили, что такая ситуация до добра не доведет, что утрата монополии на насилие неизбежно приведет к внутренним конфликтам, а те, в свою очередь, очень скоро станут политическими. Тогда многим казалось, что это просто клоунада, что ситуация предельно под контролем. Уж путинская эта вертикаль свое всегда возьмет. Прошел почти год с публикации первых видео о вербовке в колониях. И теперь, кажется, всем очевидно. Все не так уж и под контролем. Очевидно, что неизбежный внутренний конфликт действительно состоялся, что наемники на самом деле не очень-то уживаются с регулярной армией. Когда вы не в состоянии контролировать значительную часть общества средствами пропаганды, потому что люди этой пропаганде просто не верят, предпочитая обращаться к нерегулируемой вами информации, когда одновременно с этим вы не можете контролировать значительную часть армии, когда вы допускаете такую комбинацию, вы теряете власть. Теряете власть неформально, конечно, пока. Мы не собираемся сейчас прогнозировать коллапс Путина послезавтра. Но теряете то влияние, что властью зовется. Разным вооруженным людям и сочувствующим им вы больше не нужны в качестве центра силы и арбитра. Они теперь разрешают конфликты самостоятельно, публичностью, сложными альянсами, в том числе и с противником. Каждый заводит собственный аппарат пропаганды, каждый решает свои проблемы по-своему. Но главное, все игнорируют вас, ваше государство и вашего верховного вождя. Кому сегодня нужен Путин? Сложный вопрос. Обычно мы его рассматриваем с точки зрения выгод и рисков. Но вооруженным людям для решения своих проблем Путин больше не нужен. И вооруженные люди это слишком явно демонстрируют. Нам остается лишь наблюдать за наступлением последствий. Если вы хотите прогноз, то его не будет. Потому что мы находимся в беспрецедентной ситуации и каждый день получаем новости, которые выбиваются из любой модели. Мы можем лишь зафиксировать, что во всех измерениях государство, как единый механизм, решило исчезнуть. Хорошая или плохая для нас новость, в зависимости от того, кто в этом хаосе возьмет верх, заключается в том, что люди, принимающие решения, видят ровно ту же картину, что и мы. Они видят хаос, где больше нет центрального стабилизатора, где каждый сам за себя. До завтра.